Сенсационное заявление «Вашингтон-Пост». Газета потрясла международное сообщество, опубликовав сенсационный материал, в котором утверждается о секретном телефонном разговоре между бывшим президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. В статье, опубликованной 10 ноября 2024 года, утверждается, что звонок состоялся вскоре после президентских выборов в США на фоне эскалации напряженности в отношениях между Россией и Украиной. Со ссылкой на анонимные источники газета «Вашингтон-Пост» сообщила, что Трамп призвал Путина к деэскалации ситуации на Украине, однако характер и тон его обращения остаются неясными. В материале цитируются нынешние и бывшие чиновники США, которые выразили глубокую обеспокоенность по поводу содержания предполагаемого разговора. Они заявили, что послание Трампа можно интерпретировать как молчаливое одобрение наращивания военной мощи России у границ Украины. Источники, выступившие на условиях анонимности в связи с деликатностью вопроса, отказались сообщить подробности разговора. Статья «Вашингтон-Пост» быстро набрала популярность, подняв вопросы о приверженности Трампа суверенитету Украины и его готовности противостоять российской агрессии. Публикация вызвала спекуляции о возможном изменении внешней политики США при второй администрации Трампа, которая может отдать приоритет сближению с Россией, а не поддержке Украины. Предполагаемый звонок, если он подтвердится, может иметь серьезные последствия для отношений между США и Россией и продолжающегося конфликта на Украине. Он подчеркивает важность транспарентности и подотчетности в международных отношениях, особенно когда речь идет о вопросах войны и мира. Реакция Кремля. Отрицание и дезинформация. Кремль не замедлил с ответом на публикацию «Вашингтон-Пост», категорически отрицая факт телефонного разговора между Путиным и Трампом. Дмитрий Песков, бессменный пресс-секретарь Путина, назвал публикацию «уткой» и обвинил американские СМИ в распространении дезинформации. Песков охарактеризовал публикацию как часть более широкой кампании по дискредитации как России, так и Трампа, заявив о скрытых мотивах, направленных на подрыв отношений между США и Россией. Он обвинил «Вашингтон-Пост» в желтой прессе и призвал газету опровергнуть свою статью. Несмотря на категорическое отрицание Кремля, «Вашингтон-Пост» настаивает на своем, подтверждая достоверность своих источников и информации. Газета отказалась раскрывать личности своих источников, сославшись на необходимость защитить их от возможных преследований. Отрицание Кремля, хоть и ожидаемое, не смогло погасить споры вокруг предполагаемого телефонного разговора. Оно еще больше подогрело спекуляции о характере отношений Трампа и Путина и их возможном закулисном общении. Противоречивые версии происходящего подчеркивают трудности отделения правды от лжи в эпоху цифровых технологий, особенно когда речь идет об информационной войне и пропаганде. История отношений Трампа с Путиным – сеть похвалы и двусмысленности. Публикация «Вашингтон-Пост» легла на благодатную почву, учитывая предыдущие теплые слова Трампа в адрес Путина и его неоднозначную позицию в отношении действий России на Украине. На протяжении всего своего президентства Трамп неоднократно хвалил лидерские качества Путина, что часто резко контрастировало с оценками его собственного разведывательного сообщества. Близость Трампа к Путину в сочетании с его скептицизмом в отношении НАТО и спецслужб США вызывало опасения по поводу его готовности противостоять российской агрессии. Решение его администрации о выходе из ключевых договоров о контроле над вооружениями еще больше обострило отношения между США и Россией. Неоднозначная риторика Трампа в отношении Украины, включая его предложение разрешить России вернуться в G7, вызвала тревогу в Киеве и среди союзников США в Европе. Его первый импичмент был частично спровоцирован его попытками оказать давление на Украину с целью расследования в отношении его политических оппонентов. Предполагаемый телефонный разговор, если он действительно имел место, согласуется с манерой Трампа общаться с Путиным таким образом, который часто подрывал интересы США и вызывал тревогу у союзников США. Это поднимает серьезные вопросы о суждениях Трампа и его понимании сложностей отношений между США и Россией. Украина на чаше весов, затаившая дыхание страна. Публикация «Вашингтон-Пост» появилась в опасное для Украины время, когда страна борется с продолжающейся российской агрессией и хрупким мирным процессом.
С 2014 года Украина ведет конфликт с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны, в Донбассе. Недавнее наращивание российских войск у границ Украины вызвало опасения по поводу возобновления наступления. Украина обвиняет Россию в нарушении ее территориальной целостности и призывает международное сообщество оказать давление на Москву, чтобы добиться деэскалации ситуации. Публикация «Вашингтон-Пост» лишь усилила беспокойство в Киеве, поскольку украинские власти обеспокоены потенциальным изменением политики США при второй администрации Трампа. Украина в значительной степени зависит от военной и финансовой помощи США для сдерживания дальнейшей российской агрессии. Предполагаемый телефонный разговор, если он состоялся, может оказать негативное влияние на усилия Украины по обеспечению безопасности своих границ и ее места в западном мире. Это подчеркивает важность дальнейшей поддержки Украины Соединенными Штатами и необходимость единого ответа Запада на российскую агрессию.